Вы только посмотрите, что происходит. Программа защиты, украинцы в Испании, помощь беженцам. Сегодня об этом ни слова. Просто смотрите. Чтобы ощутить настоящую атмосферу праздника, который называется Корпус Кристи, мы отправимся в горы, в одну из белоснежных деревень Андалусии – Эль-Гастор. Корпус Кристи – религиозный и очень красивый праздник. Считается одним из самых старинных в Испании и очень почитаемый именно в Андалусии. По давней традиции все улицы усланы живым ковром из зелени. Дома, двери в этот день все украшают травой. Выглядит невероятно атмосферно, и по всей деревне стоит аромат свежескошенной зелени. В переводе с латыни «Корпус Кристи» означает «тело Христово» или «торжество тела и крови Христа». Очень ярко и торжественно празднуется всей католической церковью. Основной целью этого праздника является усиление веры прихожан церкви в Иисуса Христа. Празднуется на 8-е воскресенье после Пасхи. По всей деревне стоят маленькие красивые алтари. На каждом из них вы увидите хлеб и вино, главные символы Корпуса Кристи. Все дома и улицы в центре деревни очень красиво украшены. Я советую вам приехать сюда рано утром, до начала праздничного шествия, и прогуляться по зеленым улицам. Можно трогать и фотографироваться. Не умею играть на гитаре, но фотографироваться люблю. С Корпуса Кристи началось мое знакомство с культурой и традицией Андалусии. Год назад я случайно попала в маленькую деревню Сара де ла Сиера, и это было вообще мое первое мероприятие и, соответственно, первый Корпус Кристи. Я была просто в шоке от того, что происходит, я ничего не понимала, но я точно знала, что на следующий Корпус Кристи я должна приехать подготовленной. Сегодня мы в еще более прекрасной атмосферной деревне с названием Эль-Гастор. И просто смотрите. Шествие пройдет по главным улицам поселка, а основная часть торжеств состоится в центре возле мэрии. Как видите, к празднику все готово. Как жаль, что через видео я не могу передать аромат, который раздается по всей деревне. Несмотря на то, что дата праздника каждый год меняется в зависимости от Пасхи, обычно в этот день очень жарко. Люди стараются найти тень, чтобы укрыться от раскаленного андалузского солнца. Советую одевать легкую одежду и не забывайте про веер. Здесь это вещь первой необходимости. Обувь, которую выбрала я, не очень удачная. Лучше выбирать закрытую, чтобы не кололась трава. Удобную, с устойчивой подошвой. Улочки в горной деревне очень крутые, а вместе с травой становятся скользкими. А вот и торжественная процессия. Давайте посмотрим. Обратите внимание, сколько людей. Кстати, в самой деревне Эль-Гастор живет чуть менее 2000 жителей. Моих коллег-блогеров на празднике было много, ведь Корпус Кристи выглядит очень красиво и ярко. Технологий, передающей аромат, через видео пока нет,
Зато звуки вы слышать можете. Звук шуршащей подсохшей травы просто завораживает. А мы встречаем процессию на другой улице. А вот священник, несущий дароносицу, символ Корпуса Кристи. Красочные ковры из цветной соли, которые создают всего на один день. Еще одна традиция Корпуса Кристи. Такую красоту можно увидеть во многих городах Андалусии. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Вы только посмотрите, чтобы вы понимали, это вообще большой листик, наверное, алоэ. Я уже говорила неоднократно, что в Андалусии воду можно пить, даже из-под крана. Ну, а это не из-под крана, это самая натуральная вода, скорее всего, горная, потому что мы в горах. Вкусная какая. По этим немного волшебным улицам можно гулять очень долго. Но праздник еще не закончился, поэтому пора переместиться в самый центр событий. А вот и праздничная дегустация. Вино, хамон и сыр в этот день были для всех желающих бесплатно. Doble.
Doble que de. Doble de Jerez. Me preguntó. На таком рабочем месте не выпить бокальчик вина просто грешно. Как же я люблю Андалусию за все это. За оптимизм и постоянное ощущение счастья. За то, как люди умеют веселиться, несмотря ни на что. Вы только посмотрите, как танцуют эти сеньоры. И даже те, которым по каким-то причинам приходится танцевать сидя. А вот и мэр Эль-Гастор. Мне показалось вполне естественным, что такой очаровательной деревней руководит такая симпатичная мэр. И необычная музыкальная часть. Этот старинный инструмент называется гайта гастаренья, типичный именно для этого региона Испании, муниципалитета Эль-Гастор. И как приятно, что не только старейшины деревни могут играть на гаста-гастаренье. Юное поколение с удовольствием осваивает эту науку. Ну а мэру Эль-Гастор положено уметь абсолютно все. Сейчас совершенно очевидно. Корпус Кристи я буду смотреть каждый год, пока живу в Испании. Только лишь буду менять места. А сегодня большое спасибо просто невероятно атмосферной, очаровательной деревне Эль-Гастор за то, что Корпус Кристи был просто невероятным.